Всем привет! Панквинта и Притчер снова на связи. И это пятый эпизод неизвестной версии. У нас на обзоре Diablo 1 для ПК и первого PlayStation. Путь Diablo к полкам магазинов был тернист и вовлек немалое количество студий. Первая часть разрабатывалась в стенах компании Condor. При создании будущего хита главный программист Дэвид Брейвик ориентировался на такие игры, как XCOM UFO Defense, Rogue, NetHack, Angband, Moria. То есть изначально предполагалась пошаговая игра, которая должна была впитать в себя лучшее от XCOM и Rogue-like игр. Blizzard изначально выступала только в качестве издателя, но достаточно требовательного. Их категорически не устраивала пошаговая составляющая проекта, даже несмотря на то, что это геймплейно образовывающий элемент игр жанра roguelike. Метелица вынудила Брейвика отойти от почти дословного копирования к переосмыслению жанра и перейти к боям в реальном времени. В процессе разработки у Condor закончились деньги, и им пришлось продаться, чтобы не обанкротиться. Студия переименовывается в Blizzard North и под строгим контролем материнской компании завершает разработку. Выход Diablo в США намечается на 6 января 1997 года. Но из-за чересчур деятельных ритейлеров официальной датой становится 3 января. Хотя фактически заветный диск можно было купить еще 31 декабря 1996 года. Релиз в Европе планово состоялся в 1997. И тут в лучших традициях нет однозначной даты. К реализации в Европе была привлечена внезапно Ubisoft. Несмотря на протесты Blizzard, с подачи материнской компании Davidson и партнеры в разработку было запущено дополнение Hellfire. Значит, не только всевластные котики позволяли себе вертеть хотелки метелицы при любом удобном случае. К этому обращению их приучали с ранних лет. Изданием Hellfire занималась Sierra Entertainment, а ее разработкой внутренняя студия Synergistic Software. Дополнение вышло 24 ноября 1997 года. Реализацией Diablo на приставках пятого поколения занималась Electronic Arts. Портирование было поручено студии Climax, которую мы знаем по Silent Hill Origins, Silent Hill Shattered Memories, хреновой горе портов, среди которых зачесался спот за видеогейм для Atari ST. Я не специально. Это мир такой большой, что аж клаустрофобия может разыграться. По изначальному плану предполагалось перенести игру на PlayStation и Saturn, но до релиза добралась только версия для консоли от Sony. В продажу игра поступила в марте и апреле 1998 года. Для этого сравнения мы снова залезли в наши закрома, и в этот раз у нас есть версия как для Windows, так и для PlayStation. Нелицензионные версии, конечно, но в те времена иных альтернатив у нас и не было. И да, именно поэтому мы и берем в первую очередь подобные варианты игр. Многие из нас кололись и страдали в попытках пробиться через кривые переводы, баги, системы защит и далее со всеми остановками. Плюс, такие версии куда интереснее рассматривать. А в случае PlayStation... У меня выбор довольно обширный. Аж 2 коробки. Однако мы лицензии не побрезгуем, если заветная коробочка будет у нас в закромах. Я уж не знаю, кто или что отвадило разработчиков от Сатурна, но им и мыловар не хватило. Оригинальная игра работает в разрешении 640 на 480, которая с коробки на современных системах запускается без проблем. Но это не точно. Не точно? У меня ни одна из 4 оригинальных версий, скачанных с потоковых ресурсов, так нормально и не заработала. Твоя версия запускалась исключительно в оконном режиме и периодически, но стабильно, вылетала. По-человечески завелась только версия из GOG, а именно версия 1.09 Hellfire V2. И тут я смог достучаться до Full HD. В главном меню картинка может глючить, но только там. В самой игре уже лучше. Картинка оказалась лучше, чем я ее запомнил.
Я подобное изображение ожидал в моде The Hell. И да, вы видите футажи Diablo 1 с диска конца 90-х, записанные в Full HD, без каких-либо манипуляций. Очень порадовала плавная анимация. Это не то чтобы такая редкость для тех лет, но такая спрайтовая анимация для небольшой студии – это впечатляющий результат. Окружение и различные эффекты тоже не разочаровывают. Во второй части потом сделают лучше, но тем не менее. PlayStation такую картинку вытянуть не могла, и разрешение было снижено с 640 на 480 до 320 на 240. Для компенсации потерь был уменьшен угол обзора. Он упал процентов на 15-20, но только по ширине. По высоте ситуация даже немного улучшилась. В глаза сразу же бросается интерфейс. Ради этого пришлось кардинально переработать интерфейс. Задачи так смогли решить сразу две. Задействовать четверть экрана и место для товарища оставить. И у Climax, видимо, художник взял солдатскую поговорку «квадратное катим, круглое несем» на вооружение в буквальном смысле. Наши стратегические жидкости теперь заполняют не хрестоматийные колбы, а какие-то пробирки. Выбранное заклинание переехало из квадратного окна в одну из пустых сфер. Фанат во мне негодует. Однако я смутно представляю себе, как можно выкрутиться в данной ситуации. Задача была сделать минималистичный интерфейс, адаптированный под кооператив на одном экране. И с этим они справились. Кнопки вызова карты и вкладок убрали за ненадобностью. Информация о врагах и предметах теперь высвечивается в нижнем правом углу при одиночном прохождении или в верхних углах при кооперативном. Проблема только в том, что она выдается, когда враг в паре метров от игрока. Лучнице эти данные нафиг не нужны. А вот магу очень даже. Колдовать в иммуна лишний раз не хочется, а их даже на нормале дофига. Сверху висит порядковый номер зачищаемого нами уровня. Вытесненные в подменю окна тоже немного потеряли в информативности и презентабельности. С одной стороны, все основные характеристики у нас теперь выводятся вместе с инвентарем. Примитивно, но удобно. При этом отдельное окно оставили, но в порезанном виде. Про него мы будем вспоминать, в основном, при получении уровня. Список заданий и книга заклинаний не поменялись. В настройках можно пошаманить над звуком и отрегулировать экран. Яркость изменить нельзя. Окружение многих противников пришлось знатно оптимизировать. Пострадала детализация и анимация. На соответствующем времени телевизоре еще терпимо, но на современных системах уже хочется протереть монитор. Сильнее всего от пережатия пострадали пиктограммы предметов и оружия. Кое-что еще смотрится приемлемо, но на основную часть иконок лишний раз лучше не смотреть. Синематики, если и пострадали, то не критично. Изменениям подверглись и карты. Нет, глобально мудрить не стали, лишь немного упростили схему отрисовки. Блин. Где я вообще? Убрана штриховка, заполняющая пространство за игровым полем. Изменился цвет стрелки. Изменили обозначение различных проемов. Есть предположение, что уровни генерируются немного иначе, но могу заблуждаться. Благо, разработчики не только резали картинку, но и кое-что добавили. Полностью перерисованы порталы. HD спрайт при LD и всем остальном? Логично. В Тристраме теперь можно встретить несколько стай интерактивных птиц. Полностью перерисована река. И при имеющихся возможностях этот вариант мне нравится куда больше. При этом разрабы прикрутили сюда отражение. И если на порталы и пернатых вы забьете уже после первого возвращения в село, то прогулки кадри будут уже не такие унылые. Приятно, что разработчики всячески пытались посластить пилюлю и сделали Тристрам чуть более живым. Звуковое сопровождение не претерпело серьезных изменений. Звуки и озвучка кардинально не менялись. Однако качество звучания серьезно просело. А вот музыка заметным изменениям не подверглась. Качество звучания плюс-минус такое же. Переводы на этот раз не подкачали по всем статьям.
Я тебе скажу вот что, я-то в этом дока. Тут Эль лучший. Повсюду Эль дрянь. С тех пор, как эти тупицы, эти псы. С одной стороны, они сделаны на приемлемом уровне и позволяют нормально проходить игру. Каин знает слишком много. Он пугает меня до смерти. Больше, чем старая карга за рекой. Почести и приношения Дьябло, повелителю ужаса и убийца душ. Когда мой хозяин проснулся от сна, он попытался захватить смертное тело. Сначала это был король Леорик, но повелитель был еще слишком слаб после пленения. Конечно, косяков полно на обеих платформах, и в каждом из переводов нюансы свои. На ПК было несколько вариантов локализации от охойцев, но мне чаще всего попадался именно наш вариант. Текст переведен удовлетворительно, и над некоторыми формулировками хотя бы задумывались. Хотя мне практически приходится заниматься контрабандой, покупая металл и нужные мне для работы вещи у караванов, что обходит стороной наш проклятый город. Хотя и не всегда. Отдельная загадка, как на ПК Rogue, у них стала феей, а не той же разбойницей. В одном монологе выдается абракадабра. Названия предметов изобилуют двойными тире. С переводом предметов у корсаров возникли определенные трудности, так как многие названия составные. В оригинале название магического предмета складывается из выдаваемых параметров. Итоговое название выглядит так. И если свойство предмета адаптировать труда не составило, то с артиклем и предлогом что делать? Данная команда выкрутилась просто, низвела все служебные части речи до тире. Отсюда и такие своеобразные нейминги. Местами перевод банально врет. И это далеко не все, но пойдем дальше. Озвучка от профессиональных программистов была, но мне не попадалась. Хотя о чем это я? На моем диске озвучка отсутствовала вообще. Ради экономии места ее вырезали вместе с музыкой. И почти всеми заставками. Оправдано? Ну, 3 игры из списка я ни разу не запускал, а в Мече Скорби был недоделанный перевод. И это знатная подстава, так как игра была хорошая. Сейчас, конечно, лучше взять любую другую версию, но для своего времени вполне сносно. В версии от GOG, что я проходил, и заставки и диалоги были на месте, но в оригинале. It should be of great value to the many who were injured by those foul beasts. If I can just unlock the secrets I suspect that its alchemy holds. Консольная версия у нас от неопознанных лиц. Их лого, неактуальный сайт или упоминания на тематических ресурсах не дали никаких результатов. За наводку будем признательны. Данная вариация перевода примерно такая же по качеству, как и на ПК, если затрагивать текстовую часть. В целом, удобоваримо. Монологи персонажей переведены приемлемо и достаточно аутентично. Местами проскакивают забавные косяки, добавляющие нотки надмозговости. Славьте и восхищайтесь Дьябло, повелителем ужаса и предводителем тройки. Твою мать! Также было упущено происхождение текста. И если бы кто-то кроме Гризволда предложил тебе его искать, я бы не позволила этого. Видно, что материал никто толком не вычитывал и не тестировал, так что косяков полно. С остальной писаниной дела обстоят хуже. В названиях всего то и дело гуляют падежи, характеристиках, врагах и предметах. А вот проблема со служебными частями речи в консольном переводе была решена, и тут опускаться до засилия черточек уже не стали. Озвучка в этот раз в наличии. Мое настоящее имя Декард Каин Старший. Я последний из старинного братства, охранявшего мир от зла. Премного наслышан. У меня даже твоя книжка есть. Команда, наговаривавшая материал, как минимум, говорит внятно и даже с легкими намеками на отыгрыш. В книге говорится о комнате из человеческих костей? Ну да, костяная комната упоминалась в некоторых старинных записях, которые я изучал на Востоке.
Был бы еще микрофон нормальный. И по меркам пираток оценку 4 можно ставить. Особняком стоят парни из уже хорошо известной по первому выпуску команды Джентльменов удачи! Кудас. Их переводы звезд с неба никогда не хватали. Но и не бесили. Я понимаю вашу заинтересованность, доктор, но администратор был не точен. Администратор был бюрократом, а не ученым. Это оборудование не предназначено для такой высокой интенсивности. Ну, в большинстве случаев. Однако в этот раз ребята упоролись на все деньги. Причем походу в прямом и в переносном смысле. Однажды 3 новых русских собрались на даче, чтобы как следует поразвлечься с их новой подругой, девушкой из ниоткуда. Этот эксперимент и вполне естественные желания привели к контакту с неизвестной материей и переносу на несколько тысяч лет тому назад. Их души переселились в вора, воина и мага, которым предстоит выживать в этом мире с понятиями, отличными от настоящего времени. И все же перенос материи сказался не только на состоянии 3 друзей, но и слегка видоизменил окружающих жителей, научив их общаться по пении и жить по жестоким понятиям начала Великого Раздела. Спросите, что за бред? Ну, он и есть, но только не моего разума. Это дословная цитата аннотации с оборота коробки игры «Братки» для первой PlayStation. Да, эти парни посчитали здравой идеей привнести в игру малеха от себятины. Не шутка, это и правда существует. Если мне не изменяет память, то это был не единичный случай, когда эти или иные четкие пацаны заряжались некачественными стимуляторами и выдавали нечто подобное. Сама игра оставалась прежней, и слава богу, Кудасы ограничились стандартным набором плюс прикрученным эмулятором. Подробно мы это рассматривать не будем, просто живите теперь с этим. Походу, стимовские переводчики Сильвера за образец брали как раз таки подобные творения. Начнем с ПК-версии. Управление сносное, вполне удобно и, конечно, не без вопросов. Вызов карты дался не сразу. Может, у меня не выработалась привычка к TAP, или это современная профдеформация, но крайне неоднозначное решение. Следующим ноу-хау для меня был вызов окон инвентаря и характеристик, занимающих по полэкрана каждый. Забавный факт. Вызов этих экранов инвентаря и характеристик на ПК имеет разительное преимущество перед консолью за счет хоткеев и окон на интерфейсе. Тут не нужно лезть в какие-то комбинации или глубины интерфейса. К управлению у меня было больше всего вопросов, учитывая, что вторая часть добралась до консоли только в 2021 году. И в свое время студию явно что-то остановило от портирования игры на консоли 6-го поколения. Может, управление было настолько всратое, что во второй раз решили не рисковать? Замечу, что игра не поддерживает DualShock, который доберется до Америки как раз в 98-м. PlayStation мышки, к сожалению, тоже не работают. Управление в игре представлено в 2 версиях. Для новичков и опытных игроков. В первом случае управление бесхитростное. Кнопки отвечают только за одно действие и отсутствуют их комбинации. На кнопки забиндено самое необходимое. Атака, взаимодействие, применение и переключение заклинаний, вызов карты, употребление моносодержащих или лечебных зелий, а также свитков. Однако нет прямого доступа к инвентарю и прочим окнам, только через контекстное меню. Звучит не очень, но ровно до момента, когда выясняется, что игра встает на паузу при вызове меню или любых других вкладок. А у нас есть еще и соответствующая отдельная кнопка, так что игру можно поставить на паузу аж 3 способами. За воина или лучницу можете даже не заморачиваться и спокойно играть с такой раскладкой. 2 слотов для заклинаний и свитков вам хватит. При прохождении за мага надо смотреть по ситуации. Раскладка для опытных игроков позволяет вызывать нужное окно сразу, благодаря комбинации R2 с другой кнопкой. Соответственно, немного меняется и вся остальная раскладка.
Неожиданно, но даже без аналогов, это более чем играбельно. Чувство фрустрации вы тут точно не будете испытывать, в отличие от порта Half-Life на Dreamcast. Подобная схема управления вынудила разработчиков ввести автоприцеливание. Теперь игра будет сама наводиться на ближайшего противника в определенном радиусе. За лучницу это превращается в дословный hidden run, так как при отступлении персонажу даже не нужно разворачиваться. При стрельбе на дальние дистанции или по желаемым целям необходимо уже наводиться самому. С магиями поступили интереснее. Заклинания по цели наводятся идентичным образом. При выборе, например, святого удара и при наличии на экране врагов будет появляться целеуказатель, который будет постепенно наводиться на ближайшего или атакуемого моба. В экстренной ситуации может неприятно удивить, но я с трудом могу себе представить более удобную механику. А вот заклинаниями по области вообще ничего выдумывать не стали. Наводим метку куда нам надо и применяем. Для порталов и стражей еще ничего, но вот огненные стены в массовом порядке вызывать уже не особо удобно. Главное, в кнопках не запутайтесь, а то потом будете удивляться. Что это заклинание не сработало? А свиток уже потратился. На выходе мы получаем неплохое и вариативное управление, которое позволяет играть и получать удовольствие от процесса. А такого результата при портировании не всем удается достичь. При наличии подходящего геймпада можно и со стиком поиграть, но такая опция встречается нечасто. В оригинальной игре геймплей за персонажей никогда не был равнозначен. За воина или лучницу проходить игру всегда было легче, чем за мага. При игре за воина вы почти не будете замечать недостатки порта. При прохождении этой вариации Диабло она почти ничем не отличается от оригинала. Единственное, что прокачивать Ведьмака особого смысла нет, и проще сделать упор на чистом бойце без примесей. А вот лучница, в свою очередь, оказывается самым удобным персонажем из этого трио. Все нюансы управления ей не вредят, и даже наоборот. Пиксель-хантингом ей заниматься не обязательно, и к луту она не требовательна, и толпы стрелков ей не страшны. А вот колдун всегда был лотереей, и с этим вряд ли кто-то будет спорить. На старте он страдает от дефицита зелий, так как он априори стеклянный, и в магии ограничен. На помощь может прийти лишь рандом, который позволит превратить рахитика в нагибатора. Однако не стоит сильно обольщаться, так как нет никакой гарантии, что на уровне заспаунится библиотека и выдаст нужный томик цепной молнии, а не очередного святого болтяры, на который вы уже давно положили за ненадобностью. Хочу внести поправки. В оригинале за воина также имеется ряд сложностей. Персонаж в данном случае очень топорный. Из всего представленного функционала у нас размахивание дубиной и все. Нет, в теории можно изучить магию, но толку от нее нет, за исключением некоторых наименований, а именно телепорта в город, лечения и стены огня. Предполагается, воин должен быть прочным, в отличие от других персонажей. Тут галочка. Но вся прочность уходит в толпы живучих врагов, столкновения в узких коридорах, на дальнобойных врагов и безуспешные попытки догнать их в случае отсутствия содействующего рельефа, и в риск исследования тумана неизвестности. А также уникальная механика игры в виде рандома, вполне обычного для этого жанра, здесь становится чуть ли не врагом номер один. Это касается как этажей, так и вещей. Игра с равным успехом может кидаться в вас книгами с заклинаниями, независимо от персонажа, или скупиться до последнего при игре за мага. В моем случае были оба варианта. Ситуацию можно поправить за счет Адрии, но лишь частично. Так как книжки у нее в продаже обновляются далеко не сразу, в отличие от зелий на характеристики, которые восполняются при каждом заходе в село. Которые, кстати, появляются в продаже только после того, как мы переступим порог 13 уровня. И раз уж заговорили о зельях, то вернемся и к обычным. Восполняющие банки распиваются в такой очередности. Сначала маленькие, потом большие, далее зелья восстановления в той же последовательности. Соответственно, они универсальные. Перезарядки или иных ограничений на пероральное употребление у нас нет. Изменение механики распития лекарственных напитков сказалось на геймплее более чем заметно. Теперь нам ничего не мешает забить банками весь рюкзак и, не останавливаясь, валить врагов пачками. При желании можно упороться и за счет вариативного управления употреблять мензурки с пояса, но адекватнее туда вывешивать свитки.
Добавлена возможность ускорять игровой процесс. Функция доступна в соответствующей вкладке меню. В Hellfire такая опция тоже была, но она распространялась только на Тристрам, а здесь на всю игру. Принципиальное отличие ПК-версии от консольной – недоступность более высоких уровней сложности в синглплеере. Хардкор изначально доступен только в мультиплеере. Даже при попытке пересоздать игру с уже прокачанным персонажем, вы начнете на нормале, при любом раскладе. Данная функция может сильно помочь человеку, далекому от трудностей жанра. При столкновении с непроходимой зоной попробовать пройти заново, прокачаться еще сильнее, имея на этот раз заведомо хороший старт. Но игроку, прошедшему или желающему усложнить себе задачу, на входе ничего не оставляют. Консольная версия в этом аспекте не ограничивает игроков ни в чем. Кошмар и ад там доступны изначально. На PlayStation привычный онлайн-режим, разумеется, вырезали и заменили кооперативом на одном экране. Ограничения и проблемы соответствующие. Игроки привязаны друг к другу, и это может периодически создавать проблемы из-за нерасторопности напарника. Так и вижу, как нас обстреливают лучники, будучи вне кадра, а у тебя воин увлекся бочками. А при уменьшенном угле обзора это в некоторых случаях может осложнить прохождение. В остальном сделано весьма толково, и тот же интерфейс не перегружает экран. При желании можно и так поиграть, но в нынешних реалиях лучше на компе. Только вот тут лучше образ с более поздней версии игры поискать. В моем случае явно что-то пошло не так. Игра не давала мне создать персонажа и выдавала ошибку. Видимо, подразумевая, не удается создать персонажа. Но перевод отжег. При этом другая ошибка составлена нормально, но с переносами париться не стали. С огромным удовольствием докладываю, что серьезных багов ни в одной из версий игры встречено не было. К аномалиям можно отнести только своеобразную отрисовку картинки при эмуляции игры с определенными плагинами. Картинка становится почетче, но появляется зернистость. Поначалу мне хотелось охарактеризовать данный вариант под термин «утешительный порт», то есть низкокачественный порт игры или ее отдаленная адаптация на другую систему для быстрой продажи ничего не подозревающим фанатам на соответствующей платформе. Под такой свежепридуманный термин можно подогнать Resident Evil 4 на ПК, консольные варианты Diablo 3 и Red Alert 3, и вагон портов с консоли 3-4 поколения на компьютеры тех лет. В нашем случае геймплей изрядно преобразился, но основы игры старались сохранить. И хоть не со всеми механиками я согласен, но видно, что разработчики постарались, и даже механика автолечения у соответствующих NPC приживется в сиквеле. Игра стала легче, факт. У нас почти безлимитное лечение, автонаведение. Часть врагов стала менее опасной. На ПК те же облакаты спокойно, даже в пару посохов, могли заставить игрока пить банки поясами. Лучница, экипированная защитами от всего по максимуму, все равно выхватывает сочнейших звездюлей от этих ребят. Слушайте, фигуристы, ставлю вам 9,6 за технику. Но за выбор жертвы только 0 и 0. Я адвокат. А на консоли весьма скромно экипированная Морейна уже могла танковать 5 колдунов и неспешно закидываться банками. Диабло тоже ужас не вселяет. Лучница со старым и уже слабым луком, с одной уникалкой, завалила финального босса раз на раз за 3 банки, даже без щита.
На компьютере, экипированную по полному фаршу фею, владыка ужаса встречает так. Уже на развороте он получит от меня, пока будет разбираться с големом, а потом не выйдет из станлока, но тем не менее, Диабло умеет делать людям больно. По крайней мере пока. И если поменять экипировку персонажей местами, то на консоли босс сложится очень быстро. А на ПК в идентичных условиях количество попыток может неприятно удивить. Ради интереса я попробовал с более простой экипировкой, и проблемы не заставили себя ждать. С фонарными луками из 8 рейдов к боссу успешными были только 3. В одном случае мне пришлось прибегнуть к щиту и той бесполезности, что люди называют словом «голем». В 2 других случаях удалось справиться без дополнительных технических средств, но только благодаря периодическому оглушению супостата и опустошенному поясу с целебными растворами. На ПК будто забыли подкрутить баланс, и я сейчас не про оказваливание игры. Есть понимание их затеи, пытались как и охватить новую аудиторию, так и порадовать знающих жанр. От этого баланс перекочевал за пульт диджея местного клуба. Ждем видео от мастеров, убивших Диабло в одних трусах, а то я уже предвижу такие комменты. Справедливости ради, стоит отметить, что прохождение за мага позволит испытать бурю эмоций на любой системе, несмотря ни на что. Для этого персонажа первое прохождение болезненно всегда. С другой стороны, консольщику со всеми костылями и этого хватит для получения удовольствия, при отсутствии альтернативы. По правде говоря, мне этот порт зашел куда лучше, аналогичной 3-й части. Там, кроме скуки, я ничего не испытывал. Игра и так тебя разочаровывает самоповторами в сюжете и заезженными локациями. Так тут тебя еще и добивают кастрированной прокачкой с четко заданной последовательностью выдачи умений. Но с вариантами, да. А Клаймакс все же удалось сохранить дух оригинала. И даже со всеми костылями обманутым ты себя не чувствуешь. Оригинальная версия сохранилась лучше, и в нее можно спокойно играть на любой системе и с любым монитором. А вот консольный порт такого раздолья не дает. На эмуляторах игра слишком темная, и не все эффекты корректно отображаются. Графические примочки могут сделать только хуже, поэтому лучше всего проходить по старинке. Понятно, что ELT-телек далеко не у каждого в закромах валяется, и работающих железок остается все меньше. Но в данном случае это было бы идеальным вариантом. Ну, а на этом все. Спасибо, что посмотрели. Надеемся, было интересно. Пишите свою любимую часть Диабло и на какой платформе вы ее проходили. С вами был Панквинта и Притчер. До связи.